Вы слушаете радио «Заебало». «Заебало радио». Тебя все заебало? Заходи, присаживайся. Чаю? Подпишись. Следующий час-полтора поговорим о американском телеке, тупом и восхитительном, о самом страшном в мире заклинании, словам «а вдруг не получится?». Я приведу пример автоматизации, который пошел не так, на примере сети магазинов в Америке. И мы с вами вместе поразмышляем об упущенных шансах в инфо-цыганстве, о том, как такое количество людей с запалом, с энергией, с самым настоящим талантом привлечь такое количество внимания. Потому что восхитительные развлекатели, самые настоящие шоумены и шоу-вумены, которые так бездарно просрали великолепную возможность сделать мир лучше. Поехали! Первым делом начнем с ответа на вопрос: Нина, каким микрофоном ты пользуешься? Нина, каким микрофоном ты пользуешься? У тебя такой красивый голос. Спасибо. Поэтому это, наверное, должно было быть рекламой, но все, в следующий раз напомните мне, что это было opportunity для того, чтобы запецкать сюда рекламу. Рассказываю. Когда я начала записывать аудио, конечно, у меня тоже встал вопрос о том, что, наверное, нужен какой-то микрофон. Я посмотрела все, я не хотела тратить очень много денег, я не хотела вообще никаких денег тратить, но там все пользуются микрофонами, у всех висит что-то там, какие-то эти маленькие штучки на одежде, на чем-то. Некоторые вон в наушники проводные от Apple на камере разговаривают. Тоже, как удобно, еще втыкают их себе в уши, а потом рукой нужно держать эту пимпочку себе возле рта. Ладно, у каждого удобство свое. В итоге давайте играть в интересную игру. Давайте сравним два микрофона. Сейчас тот, на который я наговариваю, сейчас, а это второй микрофон. Чувствуете разницу? А разница вот в чем. В том, что сейчас я сижу на улице, а сейчас я внутри. Я использую микрофон на своем телефоне. У меня Google Pixel 5-летней давности, который я купила за $200. Поэтому, честно, ответ на вопрос, какие самые лучшие сейчас микрофоны, ребята, самые лучшие микрофоны у нас в телефонах с вами. Притом они не должны быть дорогими. Я вообще, честно, не верю в дорогие телефоны. Может, если у тебя там, столько много денег, что ты вообще ничего дешевое не покупаешь. То да, покупай, конечно, что хочешь. А когда твой телефон — это твоя самая дорогая вещь, и так, никто из рук не выпускает свои дебильные телефоны, а тут еще над ним нужно и трястись, потому что это твоя самая дорогая вещь. Все в интернете подшучивают про этого чувака в костюме, который служит стакану. И я с ним абсолютно согласна. Люди, которые трясутся над своим телефоном, служат своему телефону, а точно те же эпчики доступны на телефоне за любую цену. У меня уже много лет Google Pixel, телефон, который у меня сейчас, ему 5 лет. До этого у меня пару лет были бэушные телефоны Pixel 2, сейчас уже какой-то 9 вышел, по-моему. А до этого у меня был Samsung, а до этого HTC. Я выбираю телефон, который работает. И меняю его только, когда у него уже умирает батарейка, знаете, когда он уже держит заряд, 3 часа еле-еле. Вот тогда, то есть я донашиваю телефон до последнего. Скажите, кто еще остался из таких, как я? Мне кажется, все сейчас покупают только самые последние модели, но по-любому мы с вами такие где-то должны быть, которые просто пользуются телефонами, которые работают. Про микрофоны я полезла искать, и оказалось, что в микрофонах важнее не сама железяка, а то программное обеспечение, которое обрабатывает твой звук. Сейчас модно все называть искусственным интеллектом, но там действительно есть умные программы, которые подчищают твой звук. А так как телефоны, компании, которые производят телефоны, звуком занимаются давно, помните, была же фишка, это сейчас у кого камера круче, у кого там что еще, хотя они все одинаковые. А раньше действительно на многих телефонах был очень плохой звук. И если вы вспомните, лет 10-15 назад, действительно, у некоторых телефонов звук был лучше. Ты когда звонишь, тебе было лучше слышно. Но я так понимаю, что железяки там уже доразвивались, до чего им надо. Поэтому самый сок в звуке – это
программки, которые там что-то почищают. Поэтому, если ты просто запишешь аудио на микрофон своего же телефона, на какой-нибудь бесплатный эпчик, который на каждом телефоне уже и так есть, а потом прогонишь его еще через какую-нибудь бесплатную программку типа CapCut, у меня есть еще Filmora, они почистят твой звук еще разок, и абсолютно незачем тратить деньги на какие-то дорогие отдельные микрофоны, но только если он прям сильно нужен, если ты едешь делать репортаж из горячих точек, чтобы на фоне взрывались бомбы, а ты стоял перед камерой и с микрофоном слышно было только то, что ты говоришь. Тогда возможно. Но, несмотря на это, я решила этим делом немножко заняться и пойти посмотреть вот что. Думаю, так, как бы там ни было, все равно все говорят, что у Apple наушников самый лучший микрофон. Думаю, ладно, хрен его, программное обеспечение хрен его знает какое. Все эти программы являются интеллектуальной собственностью компаний-производителей. Но, думаю, если вдруг они делают свои микрофоны на каких-то чужих фабриках, то можно ведь пойти попробовать найти эту фабрику. И по-любому фабрика, которая будет делать микрофоны айфону, по-любому же, натырят технологий и будут делать точно такие же, дешевле, под другим брендом. То есть, скорее всего, если ты его покупаешь с той же фабрики, то, скорее всего, он будет, очень сильно похож на то, что они делают там задорого. Ведь аутсорсить части своего производства, это вообще тема. Компании используют фабрики других людей налево и направо. Кто вспомнит про те же телефоны, когда одно время ходили слухи, лет 10 назад, что там Samsung, по-моему, телефоном, им камеры делает компания Nikon. И все такие, нихера себе. То есть Nikon уже делает хорошие камеры, а теперь они делают камеры для телефонов Samsung. Это как бы все, credibility, серьезные ребята, качество, значит, хорошее. Ведь далеко не все большие компании делают абсолютно все для себя сами. Я уже рассказывала, сколько индусов у других компаний нанимают большие компании. То же самое происходит в производстве. То есть есть компании, которым приходится делать что-то свое. Вот, например, как Amazon, который в Америке построил абсолютно свою систему почты. Но им пришлось. Amazon, когда они начали классно продавать много всего в Америке, то они пользовались почтой, обычной государственной почтой Америки. Все побрякушки, шмотки, китайские, все, что отправляли, они просто это клали в конверт обычной государственной почты и отправляли его. У них продаж стало очень много, а почта работает, наверное, в любой стране государственная почта, у нее есть свои недостатки. Боже, этот бедный Amazon, я даже не буду говорить Безос, потому что в компании Amazon работают сотни тысяч умнейших людей, которые занимаются всем. Поэтому, когда говорю «они», он – это Amazon. Amazon страдал с этим почтой. Почта называется USPS – United States Postal Service. Они их чуть ли не умоляли. Они говорили: ребята, пожалуйста, вы не могли бы делать нормально? Вы заманали, что вы постоянно теряете наши посылки. На нас люди надеются, покупают через Amazon, потому что доставка будет, прямо им домой быстро и легко. У нас на этом бизнес построен. А вы постоянно теряете наши посылки. Они приходят на 2 недели позже, потому что вы хуй пойми, как вы работаете. Тот у вас заболел, а там кто-то не пришел на работу, а там кто-то в отпуске, поэтому неделю на складе что-то лежит, никто даже найти его не может. Ты не можешь даже найти, где в процессе доставки через всю страну твоя посылка потерялась. И Amazon уже такой: ребята, хотите, я вам денег дам? Что, у вас оборудования нету? Я куплю вам оборудование. Что, у вас людей нету? Я найму вам людей, пожалуйста. Вы сейчас мой бизнес убьете вообще. Государственная почта говорила нет. И они стояли на этом очень твердо. Потому что они сказали: сейчас. Частная компания, злостная. Тогда на Amazon еще все гнали. Это сейчас все смирились и такие: боже, спасибо, что хоть Amazon есть. Так мы вообще загнулись. А тогда Amazon еще был злостной компанией. И они такие: сейчас мы дадим злостной частной компании власть над нашей инфраструктурой, государственным, mission critical куском, почту, это же вообще самое главное. И они вообще наотрез, вообще нет, мы будем делать так, как мы делаем. Мы сами знаем лучше, ты нас не трогай, мы же в твой бизнес не лезем, и ты в наш не лезь. Не нравится – не делай.
А что, им похуй, у них зарплаты и так есть. То есть для них прибыль, для государственной почты любой страны, им так похуй на эту твою прибыль. Там сидят тети и дяди, которые там работают по 30 лет. Это как, приди в какую-то администрацию чего-то, в ЖЭК, или там, где там права получать какие-то, и попробуй какой-то тетке там что-то доказать. Вот она что тебе скажет нет, что Амазону сказала нет. Для Амазона это было огромнейшей проблемой. И они сидели долго, думали, такие, блядь, что нам строить, что ли, свою почту? И по результату они ее построили. То есть они плюнули и построили абсолютно свою систему доставки, свою почту. Свои самолеты, свои склады, свои грузовики, там людей нужно тучу нанять, оформить какие-то системы, да, куда какой пакет идет. То есть этим пришлось им заниматься самостоятельно. Это стоило огромнейших денег. Это огромнейшая была инвестиция, чтобы спасти свой бизнес, который по тем временам еще не был таким огромным. Это сейчас Amazon может все что угодно себе позволить, может там Китай, наверное, пойти купить. Нас с вами точно, меня уже купили. Не купили, взяли в рабство. А так, построй с нуля почту, которая делает доставку по всей стране. Как минимум, где ты людей возьмешь? Ты же не будешь нанимать с той же почты, которая там уже никто ничего не умеет делать. Где? Найди людей, которые умеют придумать и распланировать почту на всю страну. Но им пришлось это сделать. Хотя до этого они сделали такой финт ушами, который на самом деле мало кто помнит. Они посидели, посчитали, сколько им реально обойдется денег и времени, и сил, и нервов построить свою почту. И такие, твою мать, давайте еще что-то одно любое попробуем, чтобы мы точно знали, что мы попробовали все, что мы могли, до того, как мы вбухаем эти бабки. Потому что это мы их вбухиваем, думая, что мы в бизнесе будем еще лет 20-30, а вдруг не будем. А что это, а как это? Поэтому они закатили политическую кампанию, чтобы запромоутить чувака, которого все вместе, всей страной попросили назначить новым управляющим государственной почты. Amazon по всем газетам, по всем журналам, по всем социальным сетям начал закидывать удочки. Ребята, а вас не заебала наша почта? А ни хера ж не работает. А на почту, на самом деле, много людей надеется. Конечно, там не открытки друг дружке отправлять, но очень много маленьких бизнесов отправляют свои пакетики с продуктами, которые они продают онлайн, футболочки, заколочки, все что угодно, через вот эту государственную почту, потому что она самая дешевая. И она ни хера не работает. Постоянно теряются посылки. Это плохо и для бизнеса, и для покупателей, и для продавцов, для всех. Все собрались вместе, такие, вообще да, давайте что-то решать, сколько можно, там уже технологии пошли вперед давным-давно, а тут ты посылку теряешь посреди страны. Выбрали классного чувака, который сказал, да, я знаю, я могу, заплатили ему много денег, назначили, государство сдалось, такие, да, хорошо, давайте умного назначим, поставим во главу почты, и что вы думаете? Он просидел там 1,5 года и сбежал. И ничегошеньки ему не дали сделать. У него ничего не получилось. Бедный этот чувак. Я про него с тех пор не слышала. Я не знаю, решил ли он выйти на пенсию и жить где-то посреди пустыни, в горах, подальше от цивилизации. Потому что он просто пришел, бился головой об стену. И точно та же тетя, которая не уступит ничего ни вам, ни мне, ни Амазону, ни этому чуваку. Она как сидела, так и продолжала сидеть. И он такой, давайте вот это сделаем, сейчас запустим новое, вот это оборудование купим, а вот это внедрим, а тут будем делать так, а тут будем делать вот так. И они такие, нет. И все на этом закончилось. Кстати, нужно интересно посмотреть, возможно, этот же чувак пошел и вернулся, просто Амазону построил их почту. Напомните мне. А у большинства больших компаний реально получается договориться хорошо с подрядчиками. Например, одно время, году в 2014, Prada использовала фабрики в Украине. Они отшивались в Украине. Казалось бы, с чего это Prada будет отшиваться в Украине? Что фабрик нигде больше нету. А до этого где они отшивались? А у них там реально был какой-то период, где они, Prada, попробовали фабрики в Азии,
Ну и, блин, в Азии, при всем уважении к людям, которые очень тяжело работают на фабриках в Азии, ну, блин, честно, когда этой тете нужно за час отшить 100 этих платьев, ну, то, конечно, блядь, ну какое там качество? Как могут, так и шьют. А в Украине очень много было швейных фабрик и очень много людей, которые умеют шить там, из поколения в поколение. Ну, типа, ну вот так сложилось. И мама моя шила, и бабушка моя шила, и девочки, и мальчики, все умеют хорошо, красиво шить. И если ты им заплатишь чуть-чуть больше, чем то, что ты платишь в Китае, ну ты ж Прада, ты и так задорого продаешь, ты как бы можешь себе позволить, то тебе хорошо, классно пошьют. И что получилось? Ну, во-первых, очень прикольно было видеть на этикетках Прада. Я только в магазине видела, у меня нету ничего от Прада, я вам честно скажу. Но на этикетке написано Прада, made in Ukraine. Может, ничего себе. Но на этих же фабриках, у каждой фабрики есть магазин, если вы когда-нибудь замечали. Каждой фабрике, но они так построены специально. Вот фабрика, здание, а тут же рядом к ней пристройка магазин. Сюда можно всегда прийти купить то, что шьют на этой фабрике. Ну, с советских времен. А теперь можно было прийти в магазин украинской фабрики и там купить шмотки, которые пошили по лекалам Прада. Да, конечно, у них там контракты, нельзя точно те же дизайны перелизывать. Но точно те же дизайны и не перелизывали. Правда, стрёмная одежда, ты в такой по улице все равно не будешь ходить. Не делай плечи такие на 3 метра. Сделай плечи, посчитай, тем более люди знающие сидят там. Плечики, чтобы нормально было. Но по тем же лекалам у тебя были такие красивые костюмы, у тебя были такие юбки, у тебя были такие платья из местных тканей. Они были реально классные. Поэтому... Ну, это к этому моя идея, что если просто узнать, где такие компании, как Apple, делают свои микрофоны, то вот на этой же фабрике будут продаваться микрофоны хорошего качества. Но, блин, с украинскими фабриками получилось-то как? Украинские фабрики в 90-х, ну, как, наверное, много где, отжали от государства, и ими овладели всякие там кто? Пацаны, всякие классные ребята. А те же классные ребята, которые отжали фабрики 10-15 лет назад, они до сих пор классные, крутые пацаны и ребята, поэтому, ну, денег они хотят же зарабатывать со своих фабрик, но они не хотят шить какие-то там трусы и хлопковые. Им надо что-то классненькое, что-то модничкое, поэтому, ну, это те же пацаны, пошли и сами договорились с Прадой. Ну как, продажи. У тебя отдел продаж. Давайте обзвоним все модные бренды, потому что я хочу, чтобы на моей фабрике что-то классное. У меня вот Прада фабрика. А чего нет? Ну вот, договорились, у них получилось. И Праде удобно, и фабрике удобно, и всем хорошо. Почему нет? Зачем Праде открывать какие-то свои фабрики? Вот там Амазону пришлось почту делать, а Праде и так нормально. Сегодня тут пошили, завтра там пошили. И бизнес по производству, ребята, кто хорошо разбирается, расскажите что-нибудь интересное в комментариях. Потому что вот, а есть еще компания Siemens. Мы с вами все знаем Siemens. Вон раньше мобильные телефоны были Siemens. Вообще много чего было раньше Siemens. Сейчас, по крайней мере в Америке, ничего не Siemens. Вообще ничего не Siemens. Но фабрика есть, компания есть, огромная компания. Бабки зарабатывает огромные. А что делает? Вообще непонятно. Реально практически невозможно найти информацию о том, чем именно занимается компания Siemens. Ну, то есть понятно, что они что-то делают. А что? Когда на полках не стоит все Siemens, а вы зарабатываете деньги, что вы делаете? А делают они электронику для всех остальных, потому что мобильные телефоны Siemens, когда выходили, время было другое. Можно было телефон просто сделать хорошо, ну и он продавался. Ты его просто делаешь, а люди его просто покупают. Все, конец истории. Но начало идти время, появилось очень много телефонов. И стало сложно конкурировать. Тебе нужно было вбухивать бабки в маркетинг, делать рекламы, упаковочки, коробки, фишечки какие-то. А у нас теперь вот это, а у нас вот то. И кто громче кричит, у того что-то еще покупают. Там были пару лет, когда все производители телефонов теряли деньги. Потому что они вкладывали те в новые фабрики, те в маркетинг, те в какие-то фишки. И сложно было, нужно было удержаться на рынке как производитель. Не все пережили. И Siemens посидели, подумали и такие, блядь, да ну его в сраку. Говорят, мы не знаем и не умеем делать никакой маркетинг. И не собираемся даже начинать это делать. Мы делаем классную электронику.
Можно мы просто будем делать то, что мы умеем, и не лезть в то, что мы не умеем делать? Мы много лет делаем охренительную электронику. У нас инженеры, у нас студенты, у нас школа, у нас процессы. Мы там учим, там тренируем, там у нас склады. Идите нахер со своим маркетингом. Кому что надо, те что надо. Вот эти батарейки делать, мы тебе будем делать батарейки. А те что, нужны антенки, а теперь не такие, а такие, там на здоровье. А вам что, разъемы какие? Это я сейчас угадываю. Я не знаю, чем сейчас занимается компания Siemens. Но почему было бы очень прикольно это знать? Потому что когда начинаешь копаться в таких вещах интересных, начинаешь замечать opportunity для инсайдер трейдинг. Знаете, когда у тебя есть какая-то секретная информация, и ты можешь благодаря ей зарабатывать бабки на сток-маркете. Вот, к примеру, если бы мы с вами знали наверняка, что Siemens делает там что-то для Теслы, да, например, я не знаю, это я не подсказку какую-то даю, я не знаю, я прям типа угадываю. Вот, например, мы точно с вами знаем, что половина всех фабрик, заводов у Siemens, они что-то делают для Теслы. Ну, знаем все и знаем, да? А теперь, к примеру, все начинают трубить, что Тесла падают продажи. Ну, падают продажи у Теслы, реально там у них много разных проблем. Ну, и там все накупили, хайп был, а теперь нет, и падают продажи. То есть Тесла заработает меньше денег. А так как мы теперь знаем, то, что никто не знает, что Siemens делает им что-то, то что это значит? Что если у Теслы меньше продаж, они заработают меньше денег, значит, у них будет меньше заказов для компании Siemens. Это значит, что Siemens заработает меньше денег. С одной стороны. И чё? С другой стороны, ты теперь смотришь на рынок акций, и ты понимаешь, что, наверное, акции Теслы, ну, может, не так сильно упадут, потому что у Теслы там этого и Маска, и Твиттер, и там что-то они еще делают, и космос, и хуесмос, что, наверное, там, ну, что-то там, может, не совсем так нагнется, или там, никогда не знаешь, что у них будет. Послезавтра Тесла объявит, что они делают космические корабли, акции снова вырастут. Никогда не знаешь. А с такой компанией, как Siemens, у которой нету там ни маркетинга, никакого сумасшествия, что просто у них доходов теперь меньше, и акции их упадут. Вот, все, идешь теперь и шортишь Siemens. Почему? Потому что ты знал, как они зарабатывают деньги. И ты знал, исходя из общеизвестной информации, как ее проанализировать, чтобы заработать на какой-то другой компании. Ну, прикольно, нет? Так что у кого есть какие-то инсайдерские информации, пишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы мы все вместе заработали. А еще лучше. Ребята, кто разбирается хорошо в звуке? Расскажите, что действительно важнее, железяка или какие-то там системки, которые там что-то подчищают, и научите, пожалуйста, нас. Расскажите что-то интересное, напишите комментарий, который начинается словами большими буквами «Я разбираюсь в звуке» и много восклицательных знаков, и опишите, а я закреплю его в первый комментарий, чтобы мы все что-то умное сегодня выучили. Ребята, мне очень нравится делать радио «Заебало». Если вам нравится радио «Заебало» и вы хотите меня поддержать, но вы не знаете как, то вы можете купить мне чашечку кофе через PayPal. Ссылка в описании. Спасибо. Я считаю, что автоматизация могла бы пойти совершенно другим путем. Возможно, если бы мы все вместе сели и задумались об этом, либо если бы у нас кто-нибудь об этом спросил, или по причинам неведомым мне. Но сейчас приведу небольшой, но очень душевный для меня пример того, как автоматизация пошла не в ту сторону и испортила. И если бы она была использована немножечко больше с душой, получилось бы что-то прекрасное. Расскажу на примере магазинов, сети американских магазинов Walgreens. Walgreens – это то, что в Америке называют pharmacy, аптека. Но, как вы, наверное, уже все слышали, аптека – это ты заходишь, у тебя супермаркет огромный, в нем продается все, а там сзади, в дальнем углу, ну да, и аптека тоже есть. А вот Walgreens – это самая большая сеть, огромный, ну вот как ларек, как киоск. Там есть все, что есть в ларьке и в киоске. Пиво, чипсы, пластыри.
но только в огромном-огромном магазине, там ряды, полки любого вида, любого чего хочешь, они такие большие. Их очень-очень много. Их, по-моему, вот чуть ли не там, каких магазинов больше всего в Америке, это вот этих. У них есть один конкурент, компания CVS, потому что в Америке нельзя иметь монополию. И когда твой бизнес становится слишком большим, и на него начинает надеяться слишком много граждан, то он становится как бы полудостоянием государства. И государство уже должно его контролировать, за него отвечать. Чаще всего оно говорит: нет, ну в смысле у вас больше всего магазинов на каждом углу, и вы одни на этом рынке, а вы сейчас начнете ломить цены какие-то сумасшедшие. Нет. Вам нужен конкурент. И появляется вторая компания. Либо какую-то компанию начинают поддерживать, которая уже есть, иногда открывают заново. Это целая отдельная отрасль открытия компаний, чтобы бороться с монополией. Есть такая действительно opportunity на рынке. Но по факту у компании Walgreens есть магазин в каждом маленьком городке, в каждом маленьком населенном пункте. Чтобы у каждого человека была возможность пройтись, чаще, конечно, проехав на машине не более 10 минут, купить воду, пластырь и какую-то еду. Там не продаются овощи и фрукты, а там продается все, что может сидеть на полках долго-долго-долго. В этих магазинах всегда все есть. Они действительно нужны. В Америке очень разбросанные города и районы, и очень часто тебе нужно проехаться на машине 40 минут, чтобы доехать до ближайшего супермаркета. А в Walgreens ты можешь доехать за 10. В любой. Вот так выглядит сеть магазинов Walgreens. Было действительно время, даже когда я приехала в Америку в 2009, 2010 и 2011, Walgreens были классными магазинами. Там всегда были новые, последние модные чипсы, такие, которых ты еще не видел. Какие-то вкусные газировки, соки, витамины на любой вкус. Можно было действительно прийти и погулять в Walgreens, посмотреть, что там, что для дома купить. Прикольно было. Конфеты, косметика. Каждый раз приходишь, каждый раз какие-то новые продукты появляются. Действительно, бизнес шел прекрасно. Они были везде. Там всегда было много людей, там всегда хорошие цены. И бизнес шел прекрасно. Пока они не начали все автоматизировать. Казалось бы, магазин, в него завозят продукты, в нем работают люди. Что там автоматизировать? Как это дело можно испортить автоматизацией? Более того, очень важной частью развития бизнеса этой сети магазинов было в том, что они нанимали много людей на работу. Открывается в городе новый магазин, означает, что создаются рабочие места. Магазин большой, в нем работают люди на кассе, убирают, ставят продукты на полку, работают на складе, и работают грузчиками и водителями. Это действительно достаточное количество работ, чтобы в каждом городе был кто-то, кто работает в этом магазинчике. Если ты закончил школу и не поступил в этом году в колледж, ты пойдешь работать в этот магазинчик. Или в Макдональдс, или еще куда-то. Но вот Walgreens оказался в том же месте с Макдональдсом. Да, вот это, наверное, хорошее сравнение, чтобы объяснить масштаб этого бизнеса. Он на одном уровне с Макдональдсом. Они есть везде, туда люди ходят работать, и туда всегда можно прийти, и ты найдешь там то, что тебе нужно. Значение Walgreens'а и Макдональдса для маленьких городков в Америке невозможно переоценить. Представьте, ты живешь посреди ничего, ты там купил себе дом, но какой мог позволить, где оказался, может, ты родился там, скорее всего, ты там родился, тебе оттуда деваться некуда, и у тебя вокруг вообще ничего нету. Нету парка, нету магазинов никаких вообще. До ближайшего чего-то ехать час.
А тут появляется такой магазин, в нем работает твой сосед, в следующем летом в него пойдет работать твоя дочка, ты туда ходишь каждый день, туда ходят все твои соседи, и это такое важное место, которое люди действительно любили, и было видно, что магазин старался, вот правда, всеми новинками, там какие-то дизайны, а тут музыка начинает играть. Каждый раз ты приходишь, было каждый раз интересно. Владельцы majority акций, те люди, которые владеют как большинством акций, которые во главе этой уже корпорации, заработали много денег. И в какой-то момент сказали: да все, это что-то тяжело, много работы, давайте что-то это полегче думать. Давайте начнем аутсорсить наш IT, давайте начнем аутсорсить наше вот это, давайте чуть поменьше делать вот этого. Денежка идет. У нас огромная сеть магазинов, у нас теперь есть еще и сайт, люди покупают онлайн. Все, можно расслабиться. Этому бизнесу больше некуда расти. Он настолько огромный, насколько он мог когда-либо стать огромным. А зарабатывать больше хочется. Поэтому продажи достигли своего максимума. Чтобы иметь денег больше, нужно тратить меньше. Логично? Если вы еще не узнали эту историю, то эта история заканчивается сделкой на 1,5 миллиарда, про которую я рассказывала. Сделкой, в которой они решили аутсорсить 100% абсолютно всего. И они это сделали. Бизнес условно растащили на куски. И задача того, кто владел каждым из кусков, было урезать расходы до абсолютного минимума. Не за один день, не за два, а за несколько лет. С каждым годом тратить меньше, меньше, меньше и меньше. И это стало заметно в магазинах. Стало меньше продуктов на полках. Их не было, они были. Но они больше не были такими восхитительными. Магазин стал нормальным. Потом в нем стало работать меньше людей. Начался небольшой беспорядок. И в очереди на кассу нужно было стоять очень долго. Настолько долго, что в 2014-2015 году все говорили: ой, мне нужен пластырь, но у меня нету 3 часов, чтобы за ним сейчас сходить. Лучше вообще было не идти. Никогда. В Нью-Йорке магазины Walgreens были открыты 24 часа в сутки. И даже если ты, как самый смелый, приходишь туда в 2 часа ночи, как я иногда приходила после работы, ты все равно стоишь в очереди. Поэтому они решили поставить одними из первых self-checkout. Машины, в которых ты можешь просканировать свои продукты без ожидания в очереди. Для вашего удобства они поставили от 8 до 10 в каждом магазине, чтобы хватило абсолютно на всех. И это позволило им нанимать еще меньше людей, еще меньше кассиров. Поэтому теперь в магазине не было практически никого, и остались только самые дешевые продукты на полках. Поэтому в нем начали воровать. Много. После проигранной сделки на 1,5 миллиарда на своей следующей работе, в следующей компании, я видела запрос на контракт от этой же компании с вопросом, как нам предотвратить и минимизировать theft, это кражи.
Они отправили такой контракт всем консалтинговым компаниям, сказали, кто придумает лучше всех, тому мы за это заплатим. Проблема была плюс-минус, ее невозможно было решить. В магазине был охранник. И, конечно же, охранник видел, как люди выносили продукты, выбегали, а иногда просто в наглую выходили медленно, прощаясь с охранником при выходе. Но охранник не мог, не хотел и не собирался ничего делать. Он не побежит гнаться, не будет рисковать своей жизнью за чипсы, с которых сейчас не заработает корпорация. Поэтому охранник стоял и ничего не делал. В магазине были камеры, поэтому можно было посмотреть, как много и как часто люди воруют. В какое-то время в магазине даже поставили facial recognition системы на камерах, чтобы мочь опознавать твое лицо и, возможно, даже пытаться сканировать сигналы с твоего мобильного телефона, чтобы сопоставить твое лицо с сигналом твоего мобильного телефона с твоей учетной записью в клиентской базе этой компании, чтобы узнать точно, кто ты. И несколько раз им действительно удалось вычислить идентичность одного из человека, который абсолютно точно украл из этого магазина. И что? Они подали в полицию на несколько человек. Когда посмотрели, сколько людей еще не опознанных, и как много людей воруют, то у них опустились руки. Поэтому решение, которое они приняли для того, чтобы бороться с кражами, это поставить замки на полках в магазине. Теперь, чтобы купить дезодорант, который ты раньше мог подойти и взять с полки, пройти к кассе или даже пикнуть его через машину и выйти, теперь тебе необходимо было подойти к полке, нажать кнопку вызова сотрудника, который никогда не приходил, а бегать весь магазин в поисках этого сотрудника, долго махать рукой кассирше, которая пробивает какого-то человека и говорит: я не знаю, что мне делать, иди, вон ищи там кого-нибудь другого. Пока ты наконец-то не найдешь какого-нибудь человека с ключиком, чтобы он открыл тебе эту полку, дал тебе дезодорант, и ты мог пройти на кассу. Конечно же, из-за этого люди совсем перестали ходить. И сегодня несколько тысяч этих магазинов стоит практически пустые. В каком-то процессе их бизнеса, мне кажется, они раньше меня сделали аналогию с Макдональдсом и поняли, что они в бизнесе реал-эстейта. Ведь огромной частью их бизнеса было найти локейшн, построить, купить необходимого размера, то есть огромного, для своего бизнеса. И это у них получилось сделать хорошо. Поэтому они действительно владеют самыми прекрасными локейшенами в Америке, которые стоят пустые. Представляете? Представляете, как обидно? Сердце комьюнити, пышущий, душащий жизнью бизнес, который приносит людям искреннее удовольствие, наслаждение от искренне хорошо проведенного вечера. Чем плохо сходить в магазин, посмотреть, что там, набрать себе в корзиночку, что ты хочешь, каких-то вкусняшек, что-то новенького. Прекрасное наслаждение для взрослого человека. Теперь ничего этого нет. А что можно было сделать вместо этого? Спросите вы. А сделать можно было вот что.
в какой-то момент опомнится. И если честно, это можно сделать даже сегодня. Ты действительно можешь сделать даже сегодня. Опомниться, вспомнить, для чего они эти магазины строили и какую роль они играют в обществе. Людям нужна работа. Людям нужны все эти вещи, которые они покупали в вашем магазине, и они с удовольствием будут продолжать их покупать. И сделать универмаг. Кто помнит универмаг? Разделите свои бесконечные полки, 200 полок, как на огромнейшем складе, на секции. Выбросьте старые, купите новые. Поставьте небольшой заборчик, небольшой прилавок. Поставьте там тетю. У тети будет работа. И заодно эта же тетя будет сторожить ваши продукты. У вас разные секции в магазине. Везде стоит тетя. Ты можешь подойти, попросить у нее, она тебе чего-то даст. Ну да, сейчас скажете, ой, это нужно просить. Там сейчас и так уже нужно просить, чтобы тебе открыли ключиком полочку. Это уже случилось. Все уже так плохо. Подходишь к стойке с дезиками. Тетя говорит, если тебе что-то надо, я есть. Ты говоришь, отстань от меня, я взрослая женщина, что я в дезиках не разбираюсь. И она отстает. Проходит 30 секунд, и тут я вспоминаю, что я тут взрослая женщина, в дезиках-то я не разбираюсь. А что это там у вас новый какой-то? А этот какой? А это что? А тетя, так как она там стоит целый день, то уже она действительно разбирается, что тетя не может этикетки сзади дезика почитать точно так же, как это буду делать я, чтобы за полдня разобраться во всех дезодорантах. Насколько более приятный этот опыт? Купить что-то по совету. Иногда действительно тебе нужно, чтобы кто-то посоветовал хороший продукт, кто разбирается. А тут вот у тебя стоит тетя в магазине. Но совершенно же другой мог быть environment. И более того, если местные люди там работают, если местные люди сюда приходят, я не могу вам передать, как больно смотреть на попытки американцев в моем, это маленьком городишке, собраться и что-то вместе поделать. Они делают фермерские рыночки на заправках. Они пытаются делать какие-то там комьюнити, местные ивенты. Они не могут найти для этого места, им приходится букать какие-то бары. А желание в городе действительно есть. Есть какие-то пап-апы литературные, стенд-ап-комеди. Там кто-то хочет вязать крючком, там кто-то что-то хочет делать. Город развивается, люди живут в современном мире. У них есть интернет, у них есть хобби, у них есть занятия. Они хотят что-то делать, но им негде собраться. Какая бездарно просранная возможность, если у вас есть огромнейший магазин Walgreens. От меня есть. В 5 минутах ходьбы. Но почему на его складе лежат какие-то гнилые коробки, скорее всего? Вместо того, чтобы превратить его в комьюнити-центр, люди и так приходят. Вас и так поддерживало государство все эти годы. Возможно, вы тоже слышали про government bailout. Когда в Америке наступает кризис, государство очень часто дает денег первым делом не гражданам, а корпорациям. И это причина для многих споров и ссор среди людей. Но делают это они, потому что большая корпорация действительно поддерживает многих людей. Людям нужны работы, людям нужны продукты. И вот такую компанию, как Walgreens, которая действительно стала очень важной частью комьюнити и маленьких городов, люди надеются на то, что Walgreens будет открыт. И Walgreens открыт всегда, 24 часа в сутки. То государство им давало очень-очень-очень много денег. Если что, можно даже сказать, что вот такой бизнес должен действительно принадлежать государству. Чтобы они могли даже принять решение сказать, давайте что-то сделаем с Walgreens'ами. Давайте откроем там библиотеку, клуб престарелых, курс по вязанию. Любой приходит и может пользоваться. Клуб культуры. Вон он стоит.
ничего это не будет стоить. Зарабатывать, наоборот, будете деньги. Но нет. Это ведь нужно что-то хорошее для людей сделать. А ты что, не дай бог. Вы слушаете радио «Заебало». Тебя все заебало? Ну, что теперь делать? Ну, заходи, садись, подписывайся. По многочисленным просьбам представляю в студию рассказ о современном американском телеке. Ну, на самом деле, никто не просил прям рассказ о современном американском телеке, но вы заказывали рассказ о фильмах, культуре, что есть современного посмотреть интересного, почитать. Вот давайте начнем с того, что посмотреть. А именно с американского телека. Американский телек, он, конечно, очень разный. Американский телек есть такой тупой, просто, ну, если честно, иногда хочется просто потупить. Ну, когда ты устал, ты заебанный весь, ты не помнишь, как тебя зовут, но не хочется ни во что вникать, не хочется там эмоционально прочувствовать боль героев, не хочется просто посидеть, потупить и посмотреть во что-то глазками, отвлечься просто от своей собственной жизни. Ну и тупого телека более чем достаточно. Спрос на это есть. Поэтому, конечно, есть и продукт. И точно так же есть спрос у нас с вами на что-то более существенное. Иногда ты действительно начинаешь чувствовать голод какой-то вот такой информационно интересненький. Что-то хочется интересненькое почувствовать, но только не хочется никуда из дома выходить. Хочется полежать удобно и что-то интересное посмотреть. Первым делом руки, конечно, ну не руки, а мозг думает, ой, наверное, почитать что-то нужно, умное и толковое. Но, блин, сидишь, думаешь, а что я буду... Выбирать, что почитать, это хуже, чем выбирать, что посмотреть. А что читать, а то об этом, а что там такого умного есть классического? А так надо пойти погуглить. Начинаешь гуглить, начинаешь искать, что есть в свободном доступе, скачиваешь какую-то непонятную копию, где там 3 страницы вместо 300, а там нужно платить. Думаешь, ну ладно, оно стоит $13, но сейчас я найду какой-то кусочек, первые пару страниц почитаю, и тогда решу, что я точно хочу это покупать. Ничего не находишь, короче, в конце злой, обиженный, расстроенный, время только просрал. Вот что хотел, точно не получил. Получил противоположное. На этот случай у меня есть 6 разных шоу, или 6 разных шоу, которые я вам хочу сегодня предложить. Если вы их уже смотрели, пожалуйста, напишите свои впечатления в комментариях. Я их обожаю. Это мои go-to под несколько разных настроений, которые никогда не подведут. Гениальнейшие произведения, у которых, во-первых, много сезонов, что можно позалипать долго, а во-вторых, много деталей. Их действительно интересно пересматривать. Ну да, возможно, не каждый день, но раз в год ты его посмотрел, забыл, отвлекся и можешь пересматривать заново. И тебе каждый раз интересно, и каждый раз ты его будешь видеть под новым углом. Поэтому переходим к американскому телеку. Первый кандидат сегодняшний очень насущный. И я его буду советовать не как отдельное шоу, а как целая комбинация экспириенсов. Потому что это сериал о реалити-шоу. Но для того, чтобы его было смотреть в 1000 раз интереснее, нужно сначала посмотреть пару серий последних современных американских реалити-шоу из серии «Любовь с первого взгляда». Там же сейчас, я не знаю, как в других странах, в Америке, «Холостяк» — это уже вообще давно, а там сейчас и «Остров любви», и «Отель любви», и все едут на необитаемый остров, и там должны любить друг друга. Есть «Любовь вслепую», где участники проводят 5 или 6 свиданий по кругу со всеми, но, находясь в разных комнатах, они слышат только голос друг друга. И на основе этого они должны влюбиться, он должен позвать ее замуж, и если она говорит «да», только тогда они действительно встречаются вживую, но на этом шоу не заканчивается. После этого
Шоу продолжается, когда они после этого начинают жить вместе, знакомиться с родителями, а в конце должна быть свадьба. Иногда она есть, иногда она нет. Это такая бредятина, это просто... Но офигеть, что какая-то бредятина, но ее нужно, конечно же, посмотреть. Есть очень много реалити-шоу про всяких домохозяек, домохозяйки Беверли-Хиллз, домохозяйки Нью-Йорка, про каких-то старых моего возраста, старых взбалмошных женщин, которые постоянно ругаются, громко кричат, закатывают пати и там друг другу в лицо плескают коктейли. Эти шоу просто тупые. Это вот типа, если потупить, вот там эти жены из Беверли-Хиллз. А есть действительно душераздирающие шоу, от которых, волосы становятся дыбом на руках и на ногах. Привозят молодых девочек, молодых мальчиков, всем по 21, 22, 23, и у них там любовь с первого взгляда. Обычно в каком-нибудь там на острове или в отеле все в купальниках, все полуголые, постоянно сразу, и льется алкоголь горой. Именно о таком реалити-шоу сериал Unreal. Именно эти последние генерации реалити-шоу наносят огромнейшую травму людям. Привозят молодых девочек, молодых мальчиков. Они должны в первый вечер, вот я недавно какой-то смотрела, они должны в первый вечер выбрать, с кем они хотят сложиться в пару. Выбирают они это тем, что они по очереди все целуются на камеру перед всеми, хотел сказать трезвые, но не трезвые. Они выбирают кого-то, и тут же в этот день они идут спать в одной кровати. А кровати маленькие, размера детского узенькие, и они все стоят в одной комнате. И вот вы приехали на реалити-шоу в купальниках, полуголенькие, пьяненькие, кого-то выбрали, и теперь с этим человеком ты спишь. Ты с ним спишь 3 дня, у вас там за это время какие-то конкурсы, развлечения, а через 3 дня вас всех собирают, там, как в доме 2, там, вокруг какого-нибудь костра или вокруг чего-то, и говорят, а теперь поднимите руки, кто хотел бы поменяться своими партнерами. И по сути люди-то не знакомы, они только что познакомились, в смысле в пару они должны сейчас там сложиться что, на всю жизнь, что ли? И да, там какие-то ребята поднимают руку. Поднимает руку парень, говорит, я хочу. А с кем, говорит, ты хочешь? Он говорит, вот с той я хочу. Она такая, да, я тоже с тобой хочу. И она теперь бросает свою пару, а этот парень бросает свою девочку. Теперь эта девочка сидит обосранная. Мальчик сидит, мальчику, наверное, уже заприметил себе вот эту девочку, теперь она свободна. У этих ребят новая пара. Ребята, а какая психика может выдержать? Ты девчонка в 22 года, на телек, на целый весь телек и в компании вот этих твоих новых людей, твой человек, с которым ты 3 дня спишь в одной постели и там ведешь задушевные разговоры, потому что это же шоу уже специально сделано только, чтобы вы вели задушевные разговоры и выясняли, строили связи, строили свои отношения, а тут он встал и тут же рядом с тобой стоит, целуется с другой, и теперь с ней будет сегодня спать в одной кровати, в той комнате, в которой ты теперь будешь спать сама. Какая психика может выдержать этой 22-летней девчонки? Шоу Unreal про закулисье одного из таких шоу. Оно рассказывает о жизни продюсеров и что они делают, и как это влияет на участников. Тема очень интересная. То есть очень часто, даже если ты не смотришь эти шоу, то, конечно, иногда ты видишь, что, это вот продюсеры специально сделали. Из серии вышли и перед всеми решили у всех спросить, а кто хочет поменяться партнерами? Конечно, это получилось не случайно. Шоу Unreal очень красивое, оно очень динамичное, а главная героиня – тетя, ей 35 лет. Ее бомбануло в прошлом сезоне этого шоу, то есть так начинается шоу Unreal. В прошлом сезоне ее бомбануло. И она в слезах, в истерике уехала, говорит, я не могу больше этого делать. Мы делаем ужасные вещи, ребята, вы что?
А первая серия этого шоу начинается с того, что ей пришлось умолять их, чтобы они взяли ее обратно на работу, потому что у нее нет денег, никуда она не может устроиться, она бухает, хер пойми, что творит, и такая: так, все, я беру себя в руки, мне нужна работа, у меня нет денег, она спит там в каком-то трейлере на съемочной площадке. И с одной стороны, она вроде как что-то старается быть нормальным человеком, с другой стороны, ее работа быть продюсером на этом шоу. Шоу абсолютно искренне показывает продюсеров как негативных героев. Оно показывает тебе ход их мыслей и те ситуации, в которых они оказываются, там, где им действительно нужно создать драму, там, где им нужно создать скандал. Но с абсолютно четкой реальностью, что они не обязаны делать эту работу, они могут пойти делать любое, все что угодно. Но они выбирают продолжать издеваться над людьми за рейтинги. В этом шоу действительно показывают много интересных аспектов шоу-бизнеса. Когда именно этому реалити-шоу их увольняют с одного телевизионного канала, им приходится искать второй. Когда у этих продюсеров есть другие продюсеры, у всех есть начальство, шоу должно зарабатывать деньги. Но самая обалденная кульминация, ребята. Шоу офигенное, очень-очень интересное. Но в одном из сезонов появляется русский актер. И это просто разрыв. Я никогда такого не видела. Когда он появляется в этом шоу, ты понимаешь, что вот это все офигенное шоу, от которого ты балдеешь, что это все ничто по сравнению с вот этим гениальнейшим человеком. Не передать словами, я не знаю, какими словами описывают актеров, его энергию, его подачу, его посыл, при том, что этот русский чувак, он играет одного из участников этого шоу. Он наркоманит, он такую херню там мочит. Персонаж этого актера. Но от него невозможно отвести глаз. Вы все знаете, как мало русских, собирательное название, восточноевропейских актрис, актеров, режиссеров, вообще кого угодно, появляются и становятся успешными в американском шоу-бизнесе. И для этого есть причина. Наши актеры разные, культура у нас другая, люди наши другие. Но не всегда наш, даже самый лучший актер, кто сейчас самый популярный на русскоязычном пространстве, впишется в какое-то американское шоу среди американских актеров. И вот этот русский чувак, он не вписывается. Но он не вписывается настолько охуенно. Кто знает его соцсети, кто знает про него что-нибудь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Идемте все ему ставить лайки, любовь и наш почет и уважение. Сериал Unreal. Очень советую смотреть в комбинации с пару серий из настоящих современных американских реалити-шоу. Тут, наверное, тоже нужно было какую-то рекламу давать, там какую-то платформу рекламировать. Ребят. Но Unreal есть в ВКонтакте, в интернете бесплатно. Просто пишите Unreal на русском и наслаждайтесь сериалом. Но до этого пишите «Остров любви» на русском, пишите «Отель любви» на русском и «Любовь вслепую» на русском. Смотрите по 1-2 серии вот этого, готовитесь морально, а потом смотрите Unreal. Приключение будет длиться 2-3 месяца. Будет чем заняться. Когда вы досмотрите Unreal, возьмете перерыв, включитесь обратно в реальную жизнь, посмотрите, что в реальной жизни ничего не изменилось, то вам, скорее всего, захочется посмотреть чего-то красивого, чего-то вдохновляющего, чего-то веселого, интересного. Вам захочется шоу, но качественного шоу. Такого качества, как бродвейское шоу. Там, где все рассчитано по секундам, там, где много людей одновременно красиво, в шикарных костюмах развлекают тебя. Они всю жизнь тренировались, они год репетировали, чтобы ты пришел, посмотрел. И есть такой телек. Это не бродвейское шоу, это не бродвейское шоу по телеку, это сериал, который называется Marvelous Mrs. Maisel. Я его сравниваю с бродвейским шоу, потому что этот сериал, в котором 4 или 5 сезонов,
сделан бродвейскими постановщиками. Есть ведь разница, есть очень много театрально поставленных фильмов, и мы это тоже уважаем, это другой стиль. А оно сделано в бродвейском стиле, у тебя каждую секунду что-то происходит, и все в очень красивых костюмах. Его просто радостно и весело интересно смотреть. Это раз. Картинка у него невероятнейшая, то есть экшен, движение, когда тебе хочется не потупить, а тебе хочется, чтобы тебя развлекали, то нужно смотреть Marvelous Mrs. Maisel. А сюжет у него вообще невероятный. Сюжет основан на реальных событиях. Главная героиня этого шоу – это прообраз Джоан Риверс. Вы, возможно, ее видели. Вы можете посмотреть на русском ее выступление Джоан Риверс. Я не знаю, вам понравится или нет, если кто смотрел, кто слушал, скажите, что вы о ней думаете. Мне лично вообще, не то, что не зашло, я ее вообще не понимаю. Но она огромнейшая звезда была, умерла недавно в Америке. Она богатая, еврейская, мерзкая тетка, которая со сцены говорила всякие гадости. И этим стала известной. У нее была невероятнейшая карьера. Она начала в 60-х. Женщина на сцене, ты что, куда? Ну там голубой огонек, Шер еще выступал по телеку, по черно-белому. А тут у тебя какая-то тетка со сцены говорит ужаснейшие мерзкие гадости. Она прорывалась через сексизм, через то, что никто не понимал, что и зачем она делает, но она хотела стать комиком, она хотела со сцены материться и говорить свои смешные, гаденькие еврейские шуточки. Для нее не было индустрии. Ну и не нужна там индустрия, их не нужно таких, как она, чтобы было там 200. Это ниша, там нету ниши, она такая одна, ее более чем достаточно. Больше и не надо. И поэтому она стала такой успешной. То, что она делала, делала только она. Всю свою жизнь. Главный персонаж – миссис Мейзел. Там история не один в один. История абсолютно полностью придумана, но она была вдохновлена характером Джоан Риверс. Миссис Мейзел в 60-х живет в Нью-Йорке, в очень богатой семье. Как же там красиво устроены дизайны интерьеров. Богатая семья в 60-х. У нее папа преподаватель, мама не работает. Они очень интеллигентные люди. Они ходят в красивых платьях. Весь сериал все очень классно одеты. Там очень много женщин. И знаете, что в нем великолепно? Очень много женщин. Все одеты шикарно, шикарно, в стиле 60-х, но современно, ярко. Сериал очень цветной. И там нету ни одной нотки сексуальности. Они все красивые, из них никто не сексуальный. И вот эту несексуальную красотку начинает коробить жизнь так, что она решает изменить все раз и навсегда. Прекрасная еврейская женщина из богатой семьи, с мужем, с 2 детьми. Она идеальная жена в 60-х. И есть прекрасная сцена, где она ложится спать рядом со своим мужем, чмокает его в щеку, ждет, пока он уснет, а потом бежит в ванну, смывает с себя косметику, снимает помаду, крутит волосы на бигуди, мажет маску на лицо и ложится спать по-настоящему. А потом просыпается на рассвете, пока он еще не проснулся, бежит в ванну, делает марафет, снимает себе бигуди, красит губы и клеит ресницы, ложится и делает вид, что она спит. А потом просыпается он и говорит: «Ой, ты мне такая красивая». Ее муж хочет стать комиком, у него ничего не получается, и однажды они возвращаются домой, и он говорит: «Я от тебя ухожу. Все, не нравится мне, что вот это, там вон в Нью-Йорке комеди-клабы, в подвалах, там люди живут, там такой гранж, курят сигареты, пьют виски, интеллектуальная тусовка, а я сижу с тобой в этом нашей квартире 3-комнатной, 2 детей, ты в этой юбке своей ублюдской ходишь, все, я ушел, я, короче, уже давно изменял со своей секретаршей, пока». Это все происходит в 1 серии. Ее бомбит, она посреди ночи, такая: что за нахер? Какой позор! Ну, муж от тебя уходит в 60-х из такой хорошей семьи. Ее бомбит, она хватает бутылку чего-то в ночнушке
идет обратно в тот комеди-клаб, в котором за пару часов до этого очень не смешно шутил ее уже бывший муженек, выходит пьянючая на сцену и начинает мочить. И это так сильно начинает нравиться, что на протяжении 4 сезонов она строит из этого карьеру. Сериал ржачный. Там нету ничего грустного. Нам показывают о ее трудностях. Но трудностях еврейской девочки из богатой семьи, которая хочет выступать на сцене. Сценарий к этому сериалу был написан Эми Шерман Паладино, по-моему, ее зовут. Она очень известная своим театрально-бродвейским подходом и тем, что она все свои сериалы пишет так, что, знаете, оказывается, это из слухов о ней, я это тоже теперь знаю. На среднюю серию одного сериала сценарий, который рассылается актерам, он допустим, 100 страниц. Вот это в среднем на одну серию. Сценарий к одной серии его сериала, он на 500 страниц, потому что они постоянно всех пиздят. Много, смешно, каждый актер выдает тирады, и каждый персонаж в этом шоу очень прекрасно развит. Иногда даже слишком. То есть постановка очень бродвейская, все персонажи очень яркие. Если это чувак, который немножко такой преступник, которого сейчас, наверное, наймут, чтобы там убрать конкурентку этой миссис Мейзел, то он в полном образе, он и зубочистку жует, он и какие-то истории рассказывает полностью по своему персонажу. Если у нее папа преподаватель в университете в Колумбии, то он профессор, и его характер тоже очень хорошо развит, его персонаж. У него есть абсолютно своя история и предыстория. И у ее мамы, и у всех персонажей тебе обо всех смотреть интересно и весело, даже когда с ними происходят неприятности. Это не ситком. Тебе даже не оставляют паузы иногда посмеяться или проглотить то, что только что произошло. Сериал очень динамичный, там очень много... Там нету танцев, там нету песен. Но это самое настоящее шоу. И очень-очень прикольно посмотреть на ту, киношную, конечно же, атмосферу, которую они создали для Нью-Йорка 60-х. Конечно, там не все так, как было по-настоящему, но если вам нравился стиль сериала «Mad Men», помните, который тоже был в 60-х, про рекламное агентство. Но они там все ходили в костюмах, то есть показали вот ту часть 60-х. А здесь эти такие бабские, там и платья, там и шляпки, там и сумочки, там и легкой походкой она идет от своего мясника, потому что только что к ним на ужин согласился прийти Rabbi. Очень прикольно смотреть на Нью-Йорк 60-х именно в передаче этого сериала. А еще прикольнее то, что та квартира, в которой они, якобы персонажи, жили в этом сериале, находилась буквально в 2 блоках от того, где я раньше жила. Я жила в такой квартире. Помните, я пару раз рассказывала, я снимала комнату в Гарлеме, у нас была 4-комнатная квартира, огромная, с 2 ванными туалетами, и мы там закатывали часто пати, там одежду меняли с девчонками. Вот это было там же. Кто бы мог подумать, что да, раньше там жили богатые семьи, а теперь там люди, вчетвером живут, не раскуркуливание, нет? «Миссис Мейзел» смотрится быстро, его можно посмотреть за месяц. Поехали дальше. Нет, забыла самое главное сказать. Этот сериал «Миссис Мейзел», он заканчивается тем, что она наконец-то прорывается. Вот как. То есть ты 4 сезона смотришь того, как она пытается пробиться в мир шоу-бизнеса, как женщина, стендап-комик в 60-х. И в самой последней серии она наконец-то достигает успеха. И ты сидишь, плачешь там вместе с ней. Вот так. Когда загадочный и разноцветный мир миссис Мейзел и иллюзия 60-х, которых в 60-х не было, что сейчас нету, вам надоест, и вам захочется чего-то более конкретного. И уже не просто развлечений, не просто пищи для ума, а чего-то, что может привести к настоящему действию, когда вам захочется бизнес-вдохновение, то есть охренительное шоу. Это не реалити-шоу, это передача. Это передача, которая называется Shark Tank.
абсолютно точно относится к разряду гениального американского телека. Гениального по своей концепции. Передача состоит из того, что каждую серию уже много-много лет 10, наверное, они садят в кресло 5 самых настоящих инвесторов. И к ним приходят делать питч люди, которые начинают свой бизнес, и им нужны инвестиции. Это шоу, что взорвало интернет, когда оно только началось, то по сей день оно остается насущным, и это настоящая передача. Настоящие люди подают заявки, подают свой питч, вот мой бизнес, вот сколько мне нужно денег, и вот почему. Их выбирают, они приходят на эту передачу, на которой сидят абсолютно настоящие инвесторы. К тому времени, когда это шоу началось, всех уже, очень здорово подзадолбали фейковые шоу, которые вроде как реалити-шоу, а на самом деле не настоящие. То есть начали выходить инстаграм-посты всех участников предыдущих реалити-шоу, которые начали заявлять: да, это было неправда, это нас заставили сказать, это было написанное. И американская аудитория очень сильно обиделась, прям очень сильно. И народ перестал смотреть шоу, которые представляют себя как настоящие, что, мол, реалити, в смысле, что вот все на экране настоящее, а на самом деле там был сценарий. Американцы очень быстро реагируют на вот такие обманы, и они голосуют своим долларом. Вот если шоу плохое, вот о нем узнали, то что там, оказывается, был написан сценарий. Людям это не понравилось. Они продолжили писать сценарии, делать фейковое шоу, выдавать его за реалити. И люди перестали смотреть. Все, ты никого больше не убедишь. Люди не смотрят, не продается реклама, денег нету, все, денег на шоу нету. Люди голосуют своим вниманием и своим долларом. И когда вышел Shark Tank, они специально сделали хорошо и по-настоящему. Ты у любого человека можешь спросить все детали. Да, конечно, там есть продюсеры, которые говорят, кто приходит на это шоу, кто не приходит, что зачем происходит. Но инвестиции люди получают самые настоящие, от самых настоящих людей. 5 человек, там таких есть 5-6 основных, которые уже много лет там сидят. Они очень здорово разбогатели. Хер пойми, как их туда выбрали, если честно. Но это абсолютно точно те частные инвесторы, к которым люди до этого уже и так приходили за инвестициями. Помните, когда в Силиконовой долине начали сильно раздавать, питч, инвестиции, мы с вами все выучили, что это такое за слова и что это вообще за процесс. Оказывается, можно просто пойти попросить у кого-то денег. И условно, тебе не обязательно быть банком и венчурным фондом, чтобы, иметь возможность во что-то вкладывать, если у тебя свой хороший бизнес, и у тебя есть доступ к деньгам других людей, то и вот эти все ребята, которые там сидят, они сами уже хорошо заработали, и они вкладывают иногда свои деньги, иногда деньги чужих людей, но абсолютно настоящие доллары. То есть это раз. Перед тем, как начать смотреть Shark Tank, важно понимать, что это не шоу. Это самая настоящая передача, в которой настоящие люди получают настоящие инвестиции. А интересно оно по миллиарду причин, по просто миллиарду. Во-первых, реально каждую серию приходят 3-4 разных человека, кто-то по одному, кто-то по 2-3, 4 максимум. Часто реально 1-2 человека говорят: я начал такой-то, такой-то бизнес. У меня там вот это продается. Мне нужно вот столько-то денег, чтобы... И там начинается интересное. А кому-то нужно оборудование закупить. А кто-то говорит: а у меня слишком много заказов, а у меня сейчас нету наличных денег на руках. А если я закуплю товара больше, то он мне будет дешевле, и я больше денег заработаю. Этой серии «Одолжите». Каждый человек приходит с абсолютно разным бизнесом, с разными сценариями, с разными проблемами, и они тебе тут же рассказывают, на что именно нужны эти деньги. То есть самый сок – это сидеть, смотреть и, учиться, нельзя, наверное, говорить, но понимать, что как, во-первых, проходит процесс того, что ты просишь инвестиции. Ты не просто приходишь, говоришь: дайте денег. Хотя, возможно, и так можно. Но здесь дайте мне вот столько денег на вот это конкретно. То есть, приди, докажи,
что это не будут просранные деньги. Я посчитал, я умный, вот что я сделал, вот смотрите, какой я умный, вот как я этот бизнес уже начал, вот что у меня там есть, и если я сейчас возьму вот столько денег и сделаю с ними вот это, вот насколько у меня вырастет мой бизнес. Охренительно интересно смотреть, так как, все-таки это телек. Как люди делают свой питч? Люди приходят и делают настоящее мини-развлекательное шоу, чтобы удивить и впечатлить инвесторов своими маркетинг-скиллами. Если это твой бизнес, тут ты отвечаешь за продажи, ты отвечаешь за брендинг. Неважно, ты нанял кого-то, чтобы тебе его сделали, или ты сам придумал, это не важно. Важно, чтобы он у тебя был. Вот смотрите, как я охренительно, вот мой офигенный бизнес, вот что, а тут это, а тут так, а тут вот это. То есть сами по себе вот эти питчи и презентации, они интересные. Ты часто даже не... ты удивляешься, неужели можно было вот этот непонятный бизнес вот так интересно закрутить в такую охренительную презентацию? И они выбирают бизнесы, которые они туда приглашают, стратегически. Они делают consumer products. Consumer products — это то, что обычный человек, каждый может купить. То есть они там не делают никакие суперсложные бизнес-стартапы, потому что это просто будет неинтересно смотреть. Одно время они пускали людей, которые делают какие-то эпчики, но такие эпчики, у которых есть импакт на каждого реального человека. Что это так... Потому что... вот это шоу, феномен этого шоу, что его не просто интересно смотреть, его очень много людей смотрят, и много людей действительно начинают покупать то, что вот тебе по телеку, грубо говоря, телемагазин продают. Это уже феномен, что человек, который приходит просить инвестиции на это шоу, даже если он инвестиции эти не получает, то та реклама, которую он получает с того, что на этом шоу, у людей раскупают все. Туда поэтому попасть хотят сейчас все. И вот для того, чтобы этот бизнес работал, и эта шарманочка крутилась, туда пускают только людей, у которых что-то для кухни, что-то для дома, что-то для детей, какой-нибудь спорт, такой, который подойдет всем. То есть никаких там нишевых, сильно непонятных херень нету. Новенькое, интересное, такое, что будет важно и полезно для многих людей, чтобы и посмотреть этот телек, и чтобы все вместе они сейчас заработали на этом бизнесе. Типа я придумал какую-то херню, которую купит 3 человека в мире, то, наверное, нет. Сказать, я сделал такой же бизнес, которых уже 1 миллион, но просто все его делают, и я тоже решил делать. Я делаю очки, но у меня типа не с такой оправой, а вот с такой оправой. Тебя тут тоже никто не пустит. Ты делай, молодец, иди, они у тебя, может, даже продаются. Но это уже не телек. Поэтому на этот телек они выискивают... Ребята, сколько непонятных, странных штуковин наизобретали и которые напродавались только благодаря передаче Shark Tank. Самый успешный проект — это уже легенда американская, самая настоящая легенда. Скажите, слышали ли вы про него в других странах, либо это чисто американская фишка? Пришел чувак, ему под 40, а там люди разных возрастов приходят, мальчики, девочки, тети, дяди, все разные. Тут чувак приходит, говорит, мне под 40, у меня губка для мытья посуды. Нормально, да? Чувак пришел просить инвестиции, у тебя бизнес, я делаю губки для мытья посуды, иди делай. Но, ребята, он их сделал, во-первых, они желтенькие, там на них вырезан смайлик. Они кругленькие, толстенькие. Ладно, губки для мытья посуды в форме смайликов, окей. И он какой-то материал, вот он его не изобрел, а типа нашел и купил какую-то лицензию, что этим материалом может импорт в Америку делать только он. Там типа плюс-минус как-то так было по итогу. Что он делает из какого-то материала, который, если ты его в горячую воду, под горячий кран засунешь, это мягкая губка, а если ты включишь воду холодную, то она твердеет и становится жесткая, такая, как щеточка, ты можешь оттереть что-то, если у тебя пригорело что-то ко дну твоей кастрюли, и ты можешь пошкрябать.
Ну, ну, у нормального человека плюс-минус есть, наверное, отдельная шкрябалка, отдельная губка, или ну все подгорело и подгорело, теперь жить будем так. Ну да, какая-то хуета непонятная, желтый смайлик, губка для мытья посуды, ну горячий, ну холодный, ну ладно. И он говорит, ну ребята, я его сделала, но мне реально охуенно продается, я не успеваю. Мне нужно и людей больше, и закупить их больше, и сделать их больше. У меня есть желтенькие, а я хочу еще зелененькие. У меня, типа, ну, рук нету, дайте денег. И, ну, что-то помогите, там, людей нанять, найти. Вы же там богатые, вы такое знаете, вы уже вкладываете в такие бизнесы. А у инвесторов за это время, за 10 лет шоу, действительно очень много связей. Они уже вкладывали в похожий бизнес. У них уже есть какой-то умный чувак, которого можно просто теперь поставить. Эй, помнишь, ты мне 2 года назад там сделал мы какие-то супермодные наушники, мы вложили деньги. Помнишь, ты там пришел, он все починил? Или ты был тем чуваком, который их изобрел, это был твой бизнес. Пойди теперь вот этому чуваку, который тряпочки для мытья посуды делает. Вот ему теперь наделай. И, ребята, они вложили бабки, эти, сука, смайлики продаются на каждом углу по сей день, там чуть ли не миллиарды долларов этих тряпочек для мытья посуды они напродавали, и это настоящий бизнес, который продается сегодня у тебя в супермаркете. И вот как он начался. Огромное количество бизнесов действительно поднялись с шоу Shark Tank. Это настоящее шоу, настоящие деньги. Ты смотришь, как люди делают презентации, ты смотришь, сколько много разных бизнесов люди наизобретали, и они этим еще зарабатывают. Блин, однажды пришла тетка, которая, во-первых, как ее пустили, но, наверное, для этого еще там, для элемента шока иногда пускают. Пришла тетка, говорит, я изобрела полотенчика, у меня на нем патент, такое полотенчико никто не имеет права изготовлять такой формы, как я. Это, короче, полотенчико, но оно не квадратное, а такое типа квадратное, а на нем вытянутые такие ушки. И вот ты типа кладешь в середину свою капустку или там листики бэйби-шпината, ну, в смысле, ты их помыл, знали, что их мыть надо, оказывается. Помыл, они же у тебя мокрые, а ты их кладешь в это полотенчико, и обычным полотенцем-то тебе неудобно сушить, как ты будешь? Или что будешь их там вытирать салфетками? Или ждать, пока оно высохнет? Вот такая проблема есть у многих американцев. А теперь ты покупаешь мое полотенчико странненькое, кладешь бэйби-шпинат в середину, за длинные уголки его берешь руками и трясешь над головой. Херак, у тебя сухие листики твоего шпината. Я не помню, дали ей денег или нет, но то, что она пришла, и она уже этим зарабатывала, и люди уже это покупали, думаешь, блядь, это что, можно вот это изобрести? Тебе это шоу придает настолько много уверенности в том, что ну, ты действительно что-то можешь сделать сам. И пока каждый из этих фаундеров, как бизнес-фаундер, как основатель бизнеса, называется фаундер, пока каждый из этих фаундеров рассказывает, как он этот бизнес построил, для чего ему нужны деньги, ты очень многому действительно учишься. Про фабрики, про заказы, про то, что, ну да, действительно, если ты закажешь партию больше, то она будет дешевле. И если у тебя иногда нету денег, но предзаказы пошли, что, во-первых, оказывается, можно на предзаказе что-то продавать, а потом вот фабрика, ты нашел, удостоверился, что они тебе сделают, и потом пришел, взял инвестиции. Есть и такой путь. Додумайся до него сам, догадайся. А тут тебе вот за одну передачу их 3 разных показали, кому для чего нужны деньги. И часто приходят люди, которые вот они только недавно начали, у них уже есть закрепленный успех, и им нужны деньги на рост. Иногда допускают людей, у которых есть только идея. Они говорят, мы только-только придумали, мы еще ничего не сделали, но нам нужны деньги, чтобы начать это делать. Мы не можем все. Мы все свои потратили. Много людей приходят, говорят, мы уже, типа, я вбухал в это все свои деньги, моих денег не хватило. Я пошел уже со всех там семьи, родственникам, всем, типа, они у меня все теперь инвесторы, я им каждому за этот бизнес дал там по 5% бизнеса, но я потратила эти деньги, а мы еще не доделали. Оказалось, что какой-то там прототип вот этой херни, которую я придумал, то есть я знаю, что она нужна, у меня есть к ней предзаказы, но сделать прототип там рабочий оказалось дорого. И думаешь, а что прототип? Так, а что? То есть можно какую-то херню изобрести. Не обязательно изобретать новый мобильный телефон, какую-то там пимпочку,
для чего-то, ты придумал, а да, ее же потом нужно, чтобы какой-то там инженер, дизайнер нарисовал, начертил. Такие, инженеры тоже есть, можно их нанять за какие-то деньги. А потом ты вот этот чертеж несешь на разные фабрики и говоришь, а вы такое можете сделать? Нет, а вы. Заключаешь с ними какой-то контракт. Ну что, типа, не тырьте, пожалуйста, сильно мои технологии. Только что поговорили, да, об этом. И они начинают тебе делать это на другой фабрике и присылать в твою страну, где ты это можешь теперь продавать. И это может сделать, плюс-минус, человек просто с руками и с ногами. Для этого не нужно иметь невероятнейшее образование. Да, нужно петрить, но многие, кто приходит на эту передачу, говорят, мы разбирались сами. А меня уволили с работы, а я а я вообще домохозяйка, а это вообще мой дед придумал, а сейчас у меня закончились деньги, я вспомнила, что, оказывается, вот такая херня есть, она реально нужна до сих пор. Супер-мега-щеточка для бритья, которая выдавливает изнутри пену. Тоже, оказывается, кому-то нужно. Тебе это дает вдохновение и сил понять, что ты тоже что-то можешь. Может, у тебя прям идеи сейчас нету. Но ты посмотришь на эти дебильные идеи и думаешь, а так я тоже могу. И идешь и что-то начинаешь делать. И даже если у тебя не получается, то вот это чувство, что вот оно близко. Вот, ты глазками смотришь на людей, которые пытаются, бьются головой об стену, у них тоже не всегда получается. Но они делают. И иногда приходят люди, которые оказываются в огромнейшей финансовой жопе из-за своего бизнеса. Для меня это было самым, наверное, большим открытием, потому что ты это замечаешь, когда ты пересматриваешь эту передачу, наверное, 5-й или 7-й раз. Ее можно вертеть по кругу сколько хочешь. Вот каждый эпизод 3-4 разных бизнеса, каждый такой маленький сегмент по 10 минут. То есть там, честно, усмотреться. И вот после 4-5 просмотра ты начинаешь ловить тех людей, которые приходят и просят денег, а им инвесторы, которые уже умнее тебя, то есть ты учишься из тех вопросов, которые они задают, они спрашивают, ага, хорошо, а сколько денег вы сейчас теряете каждый месяц? А сколько вы потеряли за этот год? А сколько вы потеряли за прошлый год? То есть чаще, конечно, задают вопросы, вы уже это продаете? Прикольно, а сколько вы зарабатываете каждый месяц? Сколько вы заработали в этом году? А в прошлом году? В этом году больше, чем в прошлом. Прикольно, рост идет. А если еще и последние 3 года у вас рост идет, то это хороший показатель, можно в вас инвестировать денежку. А часто они спрашивают, сколько вы сейчас теряете денег? И люди называют такие бабки. И начинаешь понимать, сколько денег можно действительно терять на бизнесе. Как минимум. Оказывается, у многих, по неопытности, по незнанию, что тебе изготовить твой продукт, оказывается, дороже, чем те деньги, за которые ты его продаешь. А там мы не знали, что доставка, а там мы не поняли, что налог, а там мы сделали маркетинг, и это они не по $500 потеряли, а сотни тысяч долларов, и продолжают терять их ежемесячно. Самые страшные моменты, оказывается, наступают не в начале бизнеса, а вот там где-то в середине. Когда, мы решили, у нас бизнес шел классно, поэтому мы решили купить фабрику, что мы сейчас ее отобьем за 2-3 года. А потом продажи начали падать, потому что другие люди изобретали чего-то, или тренд прошел, мы думали, что вот эту херню у нас будут покупать вечно, вложили все бабки, все, что мы зарабатывали с этого бизнеса, мы вкладывали обратно, чтобы расти, как Амазон. Амазон же свою почту построил, поэтому мы теперь тоже будем вкладывать, чтобы наш бизнес жил вечно. А оказывается, что продажи начинают падать. А они это делают вдвоем. Там людей каких-то наняли, те ушли, те уволились, там сложно. Эти-то не спят, работают с утра до ночи, потому что это их бизнес, и сотрудникам похер. А там фабрику купили, продажи упали. А у этих 2 чуваков не хватает ни времени, ни сил каким-то маркетингом заниматься, какие-то новые продукты делать. И они приходят, говорят, смотрите, у нас бизнес есть. У нас продажи, то есть у нас не 0 продаж, мы не прогорели. У нас продаж на 7 миллионов в год наших каких-то попрыгунчиков.
которые там в форме звездочек. Поэтому они всем нравятся. Мы на $7 миллионов в год их до сих пор продаем. Но просто до этого мы их продавали на 10 миллионов в год. А за год до этого 8, а там 3. У нас так взорвался бизнес, мы думали, что рост будет продолжаться. Мы вложили слишком много денег. А теперь мы платим сотрудникам, мы платим фабрике, мы не понимаем, что делать. И каждый месяц мы теряем деньги. Мы за этот год заработали 7 миллионов, а потратили 20. В некоторых ситуациях инвесторы дают какой-то совет, иногда даже помогают и говорят: I got you, мы сейчас решим все твои вопросы, давай, я думаю, мы вместе заработаем. А некоторым говорят: ты знаешь, я не хочу это трогать руками, я понимаю, что вы уже набрали кредитов, что вы уже всем денег должны, я не могу ввязываться в эту финансовую яму. И насколько интересно посмотреть, как можно принять действительно с наилучшими намерениями неправильные решения в своем бизнесе, который идет на самом деле хорошо, а ты сам его нафакапил. Продажи идут. Ты зачем фабрику купил? Шикарнейший американский телек. Он весь на сегодня. Он современный. Там много лет сезонов. Их можно уже там с самого первого не нужно начинать смотреть. Они вообще древние. А вот за последние лет 5, они там прям по годам их нумеруют, ну, выходит каждый год. За последние лет 5 очень советую, очень познавательно и динамично. После того, как вы насмотритесь Shark Tank, на вас нахлынет вдохновение, и вы побежите начинать свой новый бизнес, но, возможно, столкнетесь с трудностями, и на вас нахлынет временная депрессия о том, как по-дебильному устроен современный мир, очень советую смотреть «Закон и порядок. Специальный корпус». Сериал сам по себе, он не то что не новый, он 22 года или 25 лет назад начался. Есть закон и порядок, а есть закон и порядок специальный корпус. Закон и порядок сам по себе чуть-чуть слишком. Ну и мне кажется, все плюс-минус видели. Убийство, ограбление. А закон и порядок специальный корпус за последние лет 7-10, если вы не смотрели «Закон и порядок. Специальный корпус» за последние лет 7-10, пожалуйста, начните его смотреть, потому что он превратился в продукт современной философии. Каждая серия написана так, чтобы создать атмосферу, создать место у зрителя, сформировать мнение о сложнейших проблемах современного общества. На примере преступлений, которые происходят сегодня. Каждая серия основана на реальных событиях. Они немножко меняют сюжет, как-никак, это телек. Но преступление остается абсолютно тем же. И тебе, как зрителю, предлагается выступить судьей и сформировать по-настоящему свое собственное мнение о том, что ты считаешь правильным и неправильным в этой ситуации, что ты считаешь справедливым и несправедливым. Закон и порядок специальный корпус не пичкает тебя ответом, он не пичкает тебя каким-то самым последним, а вот как нужно думать, а вот какое наказание приходит человеку. Они создают место для тебя решить самому. На примерах современных преступлений в современном мире. Потому что давайте так, если иногда у тебя действительно возникает настроение понудеть, вникнуть в какую-то очень глубокую философскую тему, допустим, все свои мысли ты уже исчерпал, и тебе нужна еда для новых размышлений. Можно идти, государствовать, кто там, Аристотель, это интересно, прикольно, но это уже так давно, там уже все сделано, все. Можно Адама Смита читать, он писал до того, как фабрики были, он описывает, что такое массовое производство, ладно, тоже уже, все уже. Да Ницше какие-то, Гёте, Фройд, тоже
все уже прошло, ну как-то, ну все уже, ну нет, не оно уже. Честно, руки опускаются что-то из этого открывать. Ну, типа, ничего из этого не интересно, это все абсолютно из прошлого, об этом ты уже 300 раз подумал. Тебе нужно что-то на сейчас. Когда ты не хочешь заниматься эскейпизмом, тебе не нужно отвлечься, ты хочешь вникнуть глубже в сегодня. То вот тебе законный порядок специальный корпус показывает недавний кейс, который вот был в газетах. Они не делают прям прямую ссылку, но ты всегда понимаешь, что это о чем. Они делают это быстро и современно. Они серии выпускают каждую, наверное, неделю. Когда мама заставляет ребенка менять пол. Так как это серия такие сериала, они основывают ее на реальных событиях, добавляют к ней больше контекста, усложняют для тебя эту историю. Конечно, просто так мама заставляет ребенка менять пол. Это нет. А что, если еще вот это? А что, если еще вот так? А плюс вот это? А плюс вот это? Сиди, судья, решай, какое решение ты принимаешь. Что теперь нужно сделать? Забрать этого ребенка, отправить его в детский дом? В Америке детских домов даже нет, пускай с чужими людьми растет. В тюрьму ее посадить, убить их обоих всех, и всех вообще убить. Что, как поступить со стороны закона в этой ситуации? Параллельно, конечно, они отслеживают очень глубоко судебный процесс, и ты очень много думаешь о системе законов. Ты не особенно много учишь из этого сериала прямо об американских законах и политике, но ты начинаешь задаваться вопросами, какие законы должны существовать, как написать закон на сложные современные ситуации, чтобы он относился ко всем и был такой applicable на каждый сценарий. Ведь у каждого сценария есть очень разные обстоятельства. Есть серии, построены на то, чтобы поддержать людей. Недавно, буквально год-полтора назад, да, был кейс в Америке, женщина, которой за 60, она внезапно обнаруживает, что, сейчас закройте уши, кто очень нежный, или поставьте на мьют на 10 секунд. Она внезапно обнаруживает, что ее муж ночью подсыпал ей наркотики, чтобы она лежала без памяти, без сознания, и приглашал других мужиков, чтобы они занимались с ней сексом. Был такой самый настоящий кейс. Эта женщина в реальной жизни, она пошла по всем новостям, она пошла в каждый суд со словами: «Ребята, мне пиздецки стыдно. Это, жуть и ужас мне в таком возрасте узнать вот такое, что происходило со мной годами. И это дело рук моего собственного мужа. Но я хочу, чтобы все знали, что еще и такое происходит. Поэтому, девочки, я такая не одна. Посмотрите, сколько других мужчин он нашел, которые говорили, что они такое уже делали. Поэтому кто там утром просыпается и непонятно себя чувствует, что ты так слишком хорошо спала, или ты подсыпают люди друг другу наркотики в ночных клубах. Есть еще и такое. И это важно посмотреть. Тут не нужно решать, это правильно или неправильно, об этом просто нужно знать. И этим занимается шоу «Закон и порядок. Специальный корпус». Американской легендой стала главная героиня Оливия Бенсон. Она прекрасная актриса, но более того, ее персонаж написан... Вот так получилось с годами. Это действительно такой культурный феномен. Сериал идет давно. Он всегда об очень серьезных вещах. И если там первые лет 10... Кстати, так смешно смотреть, они там молоденькие все, а сейчас реально 20 лет прошло, там все постарели, но многие до сих пор играют. Потому что в какой-то момент, вот лет 10-9 назад, этот сериал стал очень большой опорой и поддержкой людям, которые прожили всякие хер пойми какие ситуации. На каждое ужаснейшее преступление, которое показывают в этом сериале, найдется пару человек, которые прошли через точно такое же.
Много серий этого сериала специально построено на таких кейсах, где жертве долго никто не верил, и жертве очень долго пришлось доказывать, чтобы добиться правды. Для того, чтобы поддержать тех людей. Да, там не миллионы людей, которые делают то же самое, которые прошли через точно то же самое, но там сидит человек 10, 15, 20, для которых серия вот этого сериала, и Оливия Бенсон, которая главная героиня, держа ее за руки и глядя в глаза, говорит самые лучшие слова, которые один человек может сказать другому в подобной ситуации, потому что, конечно же, они написаны гениальными сценаристами. Эти серии залечивают людям души. Поэтому актерам остаются те же люди, привыкли к актерам, никто не хочет вместо этой Оливии Бенсон никакую другую актрису. И она не имеет права просто перестать сниматься в этом сериале. Дай боженька ей здоровья, чтобы она еще лет 40-50 вот это делала. Казалось бы, сериал про преступление, феномен, эмоциональная поддержка, сериал, который спасает людям жизни и создает место для нас с вами поразмышлять о самых насущных проблемах сегодняшнего дня. Моя самая любимая история основана тоже на реальных событиях. Девчонка, тинейджер, которая училась в школе для очень богатых и очень умных. Есть же школы просто для очень богатых, а есть школы просто для очень умных, а это школа для именно, это частная, приватная школа на Манхэттене для самых умных, самых богатых. То есть они там все супер-мега-отличники. Девчонка убивает свою одноклассницу, потому что вот эта ее одноклассница, она по всем показателям номер 1. А вот эта главная героиня номер 2. А убивает она ее потому, что оказалось, что они обе хотят поступать в Гарвард. А Гарвард известен тем, что он очень редко принимает 2 студентов из одной и той же школы. Поэтому выбор стал либо ты, либо я. И их настолько задрочили в этой школе. И у девчонки настолько поехала крыша, что она решила убить свою одноклассницу, чтобы стать номером 1. Все, и, наверное, эту секцию нужно заканчивать. У меня было еще 2 шоу в этом списке, но мне кажется, и так уже получилось долго и много, поэтому продолжим в следующий раз. Напишите, кто эти сериалы уже смотрел, кто их смотрит сейчас, чем они вам нравятся, чем они вам не нравятся, потому что пообсирать то, что ты смотришь, святое дело, конечно же. И пишите, что вы смотрите еще. Спешу напомнить, что какая бы беспросветная хуета ни происходила в мире, каждый день встает солнце, цветут цветы, растут деревья и поют птицы. Поэтому как бы тебя все сегодня не заебало, насладись моментом. Очень важное объявление в студию, и я сейчас не шучу. Ребята, в мире проблема с укропом. Вы знали, нет? Это капец. Я только что вышла из 3-го магазина подряд, где нету укропа. В Америке просто тупо не стало укропа. И с укропом проблемы по всему миру. В Мексике укропа вообще не существует. Они не знают, что такое укроп. Ты им говоришь слово, на русском точно не знают, на английском тоже не знают, на испанском не знают. Местные мексы работают в продуктовом магазине, не знают слова укроп. Ты им показываешь фотографию, а они тебе дают фенхель или ромашку. То есть, ромашку они жрут. А что такое укроп, они не знают. В Азии нет укропа, не бывает укропа, бывает иногда фенхель, они не знают, что такое укроп. И в Европе, пожалуйста, скажите, кто живет в Европе, какие у вас отношения с укропом? Есть ли он везде? Давайте проследим эту тему. Я была во Франции всего 3 месяца. Укроп был иногда. В Берлине они все под кокаином, мне кажется, не различают. Им дашь укроп, они начнут его курить. Все, больше я нигде не была. Посмотрите, пожалуйста, сходите к себе в магазин и скажите, есть у вас укроп или нет. Я очень расстроена.
Я действительно боюсь, что мы сейчас завтыкаем момент и просто упустим укроп. Ребята, мы теряем укроп из нашей жизни. Если мы сейчас завтыкаем укроп, то я не знаю, как у вас, лично мое качество жизни понизится очень значительно. И так в мире хер пойми, что происходит. Неужели мы не можем повлиять на то, чтобы у нас просто был укроп? Не станет укропа, что вы будете делать? Представьте себя через 5 лет. Вы окрошку едите с укропом или вы едите оливье, в которое случайно вылился квас? Вы картошечку молодую сварили и что, ее маслом просто полили? И без укропа ее будете есть? Давайте еще без картошки ее есть, можно просто масло попить. А огурцы как солить без укропа? Это что вообще такое? В Америке невозможно стало найти укроп, это никогда не было проблемой. Последний раз я нашла укроп недели 2 назад. Я купила за $3,5 маленькую такую пиздрюлечку укропа. А где укроп? У нас нет укропа, у нас не покупает никто. Конечно, не покупает, у вас нету его укропа. Как его будут люди покупать? Слушайте, если мы хотим с вами делать все вместе какие-то коллективные добрые дела, я предлагаю начать с укропа. Мы и так не можем ничего уже контролировать в своей жизни. Если мы не можем контролировать наличие, укропа, о какой экономике может идти речь? О каких концах войн мы можем с вами рассуждать, если мы не можем обеспечить сами себя, укропом? Я вас очень прошу, давайте, пожалуйста, не завтыкаем сейчас укроп. Если дела будут продолжать идти тем же ходом, то вскоре укроп будет такой же, как этот, кто там, шалфей, шафран, как он называется? Вот этот, который за очень дорого, который выращивают только в Афганистане, из него, наверное, еще наркотики делают, и ты можешь пойти где-то за очень дорого купить пюре из цветной капусты с каплей масла из шафрана. Вот это также будем переплачивать все за каплю масла из укропа. Укроп — это такое древнее растение, которое когда-то было, а потом мы его просрали. Я вас очень прошу, давайте соберемся вместе коллективно, сходите к себе в магазин, посмотрите, если у вас продается укроп, я вас очень прошу, пойдите к менеджеру того, куда вы идем, магазина, рынка, и скажите им, какой у вас вкусный укроп. Спасибо, что он у вас есть, я к вам только из-за укропа прихожу. Если вы куда-то приходите, там не продается укроп, скажите им, а где у вас укроп? Я пришел к вам сюда только за укропом, а у вас укропа нет, не приду больше. Я хожу только к тем, у кого продается укроп. И давайте это коллективно сами себе продадим укроп. Слушайте, нам маркетологи, вы заметили, нет, напродавали какой-то херни, этот кейл, бэйби, шпинат. Какой в сраку кейл? Кейл – это вид недоросшей капусты, которую можно выращивать в подвале, за 2 дня собирать урожай, ей ни солнца не надо, ни света, там оно растет быстро и все, вот, бэйби. А то, что он бэйби, еще и дороже можно тебе продавать. На тебе твой бэйби-шпинат, потому что мы решили не ждать, пока вырастет настоящий шпинат. Мы собрали то, что выросло в темноте за 2 дня, из-за этого продаем тебе его теперь за $7 в какой-то очень красивой коробочке, в которой коробочка стоит пластиковая дороже, чем сам шпинат, чтобы он у тебя в холодильнике сгнил. Мы не можем разрекламировать укроп. Пойдемте на social media, все, кто фитоняшки. Во-первых, всем друзьям позвоните, скажите, какой вы недавно купили где-то вкусный укроп, и как вы вкусно готовите с укропом. И на Инстаграме посты всей еды с укропом. Мы можем укроп снова сделать модным, чтобы его начали делать и продавать. А те из вас, у кого сейчас есть какой-то участок, кто уже выращивает огурчики, помидорчики, не переставайте, пожалуйста, укроп выращивать. Я пошла посмотрела семена укропа, думаю, ну все, я буду дома сама себе выращивать укроп. Все остальные, семена стоят там меньше $1, 79 центов пакетик семян. Укроп $7. Сейчас семена просто, вы понимаете, сейчас просто закончатся семена укропа в мире и вымрет укроп. Ребята, я вас очень прошу, если у нас с вами есть какая-то еще надежда на какое-то будущее, я в своем будущем хочу есть окрошку с укропом, а не сушеных кузнечиков. Давайте как-то это коллективненько решать эту проблему. Все, экстренное объявление закончено.